собралась, в общем, сейчас поеду. Оказывается, там прямо вот как я смотрела по Дубль-Гису, получается, конкретно вот до нужной остановки доезжает. Сейчас посмотрим, как будет на деле. Автобусик такой прикольный, как-то туристический. Поехали. Ну что, я как всегда со своим рюкзачком приехала в Шлиссельбург. Смотрите, что тут есть. Церковь. Вот это. Видно, сейчас думаю, на обратном пути. Ну, как бы покажу поинтереснее, поближе. Николая Чудотворца. Как же здесь живописно. Вот, пожалуйста, идем туда. Может быть, я очень надеюсь, что будет переправа. Не знаю, разрешают. Ездят сейчас, не ездят. Посмотрим сейчас. Я вижу еще кое-что. Я думаю, нужно посмотреть. Сейчас покажу. Ах, вот, да, Петровский мост. Сейчас мы его пройдем, посмотрим. Ага, и тут достопримечательности, судя по всему. Интересно. Вот. Все, как же все-таки здорово куда-то вообще путешествовать осенью. Очень красиво. Уточки плавают. Сейчас по мостику вот по этому пойду, посмотрю, там недалеко нужно пройти. И, может быть, если еще перевозят на вот в эту крепость Орешек, то, может быть, как раз получится ее увидеть. О, какой якорь прикольный. Здоровый. Ого. Очень большой. Но вид, конечно, красивый. И вот так это просто потрясающе. Ну что, добралась я. Там вот всякая рекламка. Вот в таком ларечке можно купить билетик. А вот там пойдем. Какой же все-таки вид красивый открывается. Дождь вообще как назло. Ну, как всегда, я если поехала куда-то, то будет либо сильный ветер, либо безумный дождь, либо еще что-то. И есть памятник Петру. Сейчас поближе подойдем. Ну, его, как обычно, ничего нового. Ножку вперед, изображают, как всегда. В общем, мне сказали, что через полчаса у меня будет вот эта переправа, поэтому я куда-то вот туда вот сейчас побегу. И да, не удивляйтесь, я делаю перчатки. Я хоть и девчонка из Сибири, но мерзлячка жуткая, плюс, ну как назло, пошел дождь. В общем, без приключений не обошлось, я каким-то образом странным опоздала. Ну, на самом деле, я не опоздала, я подошла вовремя, но кораблик ушел, потому что на том берегу люди замерзли, и он типа пораньше поехал. Блин, вот бы знать. И, вон он как раз и едет. Все, пошла, я буду ждать здесь. Пусть чуть-чуть пораньше, но зато есть возможность не опоздать. Боже, ребят, какая красота здесь. Так живописно. Что, добрались мы на кораблик? Ой, как красиво. Я как раз и стою. Красивенько как. Все, поехали. XIV век. Дождался таки нас. Как здорово, что мы спустя так много времени можем это видеть. Очень эффектно, конечно. Ну что, вот, все, захожу. Боже, как красиво! Интересно. Сейчас вам буду показывать, что там впереди. Заходим.
Так, все пошли в эту сторону, я решила в другую, чтобы не мешаться. О, Петровская номерная казарма. Здорово. Интересно. Тут летнее кафе. Здорово. Как-то не довелось летом добраться все-таки до сюда. Не знаю почему, но мне кажется, зря. Ну, красиво же, интересно. Как бы не знаю по поводу красиво, конечно. В общем, как я поняла, здесь вот была тюрьма. Вот эти интересные развалины. Сейчас прогуляемся, посмотрим. Конечно, интересно. Все-таки такие сооружения, особенно если учесть то, что это осталось с 14 века. Но это как минимум интересно и нужно посетить. Очень интересно. Впечатляет, конечно. И тут карта есть. Так. О, так тут чего только нет. В общем, времени у меня 50 минут. Пойду все разглядывать и фоткать. Да. А с другой стороны, по осени хорошо путешествовать. Особенно в такую погоду, как сегодня. Никто не мешает. Нет толп туристов. Не прошла мимо стендов, конечно. Захватив Шлиссельбург 8 сентября 1941 года и выйдя к южному побережью Ладожского озера, немецкие войска завершили окружение Ленинграда. Капец! Ну, тут, конечно, можно еще почитать, но я думаю, Google в помощь. В общем, суть такова. Те, кто все-таки держал эту крепость и не отдавал, они почти все умерли, но не дали конкретно как закрыть кольцо блокады. 18 января 1943 года советская армия прорвала блокаду Ленинграда. У меня тут немножко слеза, конечно, накатила. Вдвойне историческое место. О, тут лучный тир был, видимо, летом, судя по всему. Ну ладно, пусть будет. Хотя бы можно посмотреть, как это выглядело. Ну вот. А здесь тоже уточнено, что крепость Орешек — памятник древнерусскому оборонительного зодчества. В общем, когда-то ее воздвигли новгородские, в общем, что-то там из Новгорода, кто-то из Новгорода. Потом ее шведы захватили, а потом снова мы. Петр тут, конечно, восхваляется. И, в общем, Орешком она называется просто потому, что здесь орехи росли. Здорово. Я не знаю, что там, но нужно, я думаю, посмотреть. Что? О, на этом месте в 1941-43 годах защитники крепости хоронили своих погибших товарищей. Ну вот, спасибо, папочка Google не даст умереть без информации. А вот и тюрьма. Вход на час смотрим. Ну-ка, интересно. Посмотрим, что это за тюрьма. Господи, ну... Если бы не решетки, обычное здание. Я бы ничего не сказала такого особенного. Ну, да. Интересно. Ну что, я пойду.
Ну-ка, сфокусируйся. Его высокопревосходительство. Господину. Ой, все. Непонятно, как написано. Какой почерк красивый. О, царевна Мария Алексеевна. Ой, штучка какая интересная. Это печка, наверное. Наверное, это печь. Пойдем дальше. Жутковатый, конечно, коридор. О. Попробую осветить. Камера воссоздана. 825-1834. Короче, кровать, стол, какая-то страшная одежда, некрасивая. Я думаю, тюрьмы особо не отличаются друг от дружки. Окошечко. Ого, как интересно закрывалось. Все, и так, и вот так посмотреть. Ну, камеры, конечно, жутковатые. Хотя, кто его знает, мне кажется, и сейчас такие же некрасивые тюрьмы. О! Миленькая девушка. Да, столько историй. Ой, это, мне кажется, печь. Что меня подозревает? Старая тюрьма, место ожидания казни, Господи Боже. Какой почерк красивый, это ж надо. Сфокусируйся. Вот бы научиться это красиво писать. Рапорт. Интересно. Ну, одежда, конечно, это что, смирительные рубашки? Я стесняюсь спросить. Господи, страшно. О, Боже. Казни на Большом дворе, цитадель, казни на Малом дворе, казни на крепостном дворе. Господи, как страшно. Ужас. Пойдем сюда. Ой, вот она, эта страшненькая дверь. Ой. Камера 5. Участники восстания Севастополя. Понятно все. Угу. Понятно. Все понятно. Но я думаю, пора уходить отсюда. О, Господи, тут еще и карцер есть. Ой, какое жуткое место. О, Господи, тут что? 2, наверное. 2 на 2, наверное. Такое маленькое помещение. Кошечка во двор. Грязненькая немножко. В общем, жутко, если честно, проходить по таким коридорам. Точно печка. Вот такие штуки, это для печи. О, Господи, это типа обогревали так. Ой, ухожу. Страшно тут. Признаюсь честно, зачем я в эту тюрьму вообще пошла посмотреть? Ну да, это достопримечательности, все такое, но жуть-то какая вообще. О, я не могу не показать это. Посмотрите, прелесть какая. Вот это выход, пожалуйста. Как водичка шумит красиво.
что хочу сказать, что в таких местах, хоть и жутковато, конечно, когда тюрьма, ну вот новая тюрьма, но я даже заходить туда не хочу, потому что мне как минимум, ну не по себе это... Тюрьма вообще, с чего она должна быть настолько интересна, чтобы ее, ну так, посещать, потому что я считаю, что это и так самое ужасное место, которое только, наверное, может быть, и ну, как бы не хочу туда ходить. Вот решила быстренько кругом обойти. Здесь какие-то большие ворота. О, да, я так и думала. Шикарный вид. О, да. Да, действительно, шикарный вид. Ну вот, видимо, летом вот здесь было кафе. Вообще, молодцы, здесь и туалеты, кстати, есть. Ну так, это что для информации, вдруг кто-то захочет посмотреть. Да. Вроде наверх здесь тоже можно забраться, но если я успею, у меня осталось менее 30 минут. И, как я поняла, в такое время года не очень хорошо вот эти катерочки-то катаются. О, вот это красота! Лавочка тут как нельзя, кстати, я скажу. Вот приехать в летнее время и вот просто сидеть и наслаждаться видом. Потрясающе! Вид шикарен, конечно. Хочу поближе подойти, посмотреть. О, можно наверх подняться. Ну, что-то я уже передумала. Хотя, возможно, на обратном пути я захочу подняться наверх. Я думаю, вид будет еще более потрясающий. Но здесь, наверное, все-таки да. Все ясно. Подойдем поближе, посмотрим. Да, интересно. Вечная слава героическим защитникам Родины. Ну, тут без комментариев, конечно. О, пушки. И флаг. Да, интересный вид сверху, конечно. Но все это. Сейчас еще попробую посмотреть с другого края. Вот отсюда тоже интересно. Да, сверху, конечно, более эффектно все это видеть. Так, ладно. Чуть пониже. Интересно, конечно. Я что здесь нашла-то? Не знаю, что это за штука. Мне кажется, здесь ворота поднимаются на вот этой штуке. Ну вот мне получилось включить свет. Мне кажется, это все-таки ворота. На таких штуках больших. Да, мне кажется, или ворот. Интересно. И вот эти маленькие бойницы, но не видно же ничего через них. Я не знаю, как через них можно там стрелять. Вот дальше, вот туда по коридору там, если пройти, ну как, посмотреть, вот, например, ну как я иду по моему направлению вот направо, вот тут еще видно хоть что-то. Но вот когда спускаешься ниже, там прямо такие узенькие. Но они везде, конечно, были, безусловно. Просто меня возмущает сам факт. Это ж неудобно, как бедным людям, вот, не знаю, обороняться-то. Ничего же нормально не видно. В общем, моя поездка. Резюмируем. Интересно, жутко, красиво, впечатляет. Жаль, времени немного, но с другой стороны, я уже с красным носом. Особо не погуляешь. Погода не самая лучшая в мире. Но все-таки, если на секундочку задуматься, что это 14 век, и что хоть что-то осталось до наших дней, еще плюс такие жуткие, конечно, тюрьмы, ужас. Так вот, к чему, что это интересно.
И в таких местах бывать нужно. Нужно ездить, смотреть и знать свою историю. Такое чувство, что надо бежать, а не хочется. Покажу еще немножко, возможно, обратный путь, потому что, ну да, уже пора бежать. Иначе я останусь здесь ночевать, а это страшно. Интересная поездка сегодня была. И от Санкт-Петербурга недалеко. Ехала я всего 36 минут. Очень быстро. Я почему-то по картам посмотрела, там аж 1,5 часа придумывают. На самом деле никаких там не 1,5. Все можно уложиться, ну, грубо говоря, в 40 минут. Так это на автобусе. А если бы я ехала не на автобусе, так тем более. Там, наверное, за 30 минут можно было. Лампочка, конечно, моргает. Мама дорогая. Ну вот они, эти бойницы, сейчас покажу. Но они, конечно, вообще неудобные, на мой взгляд. Вот, узенькие совсем. Вот не знаю, что там. Ладошка, наверное, войдет. Ну что же, пора бежать, а то меня везут меня. Останусь здесь. Крепость, конечно, очень красивая. Ну вот, я в темноте, конечно, здорово. Ой, все уже уезжают. Пора бежать, пора бежать. Ну как же здесь красиво. И лавочки вот я вижу там. То есть вот летом можно приехать и вот прям на весь день гулять. Ну сегодня-то, конечно, тут отмерзать только в такую погоду, но все же. Все равно интересно. Чаще всего и получается по осени, по зиме. Потому что летом мы любим где на морюшке отдыхать. А вот уже такие познавательные экскурсии, конечно. Ну, красиво. Впечатлена. Ну что, крепость. Пока-пока. Пока. Очень живописно. Я впечатлена. Вообще все это в сторону Карелии смотрится очень красиво всегда. Уже который раз я убеждаюсь в том, что эта сторона очень эффектно, красиво и живописно. Ну все, пока. Поехала я домой. Ну хоть на минутку еще. Как чайки красиво летают. Пока. Ну что, уже стемнело? Хотя при такой погоде стемнело, не стемнело, все одинаково, мне кажется. В общем, я хочу сходить в эту вот церковь Святого Николая Чудотворца. Боже, иди запомни еще, каких там всех этих святых зовут. Заглянуть и, ну, соответственно, все. Ехать домой. Потому что все, холодно. Но на самом деле я же подготовилась. Мне не холодно, у меня нос красный. А так-то мне не холодно. Красиво осенью везде, обожаю. Ну как вот. В общем, посмотрю, что там у них интересного. Вообще она вся в лесах, все там переделывают, видимо, приводят, как я полагаю, в порядок. Ну, я думаю, зайти-то можно посмотреть. Живописно, красиво, эффектно. Осенью этот красивый оттенок желто-красно-оранжевый, зеленый. И все, а особенно после дождя, все более яркие, четкие краски. Мне кажется, вообще классно поездка прошла. Обожаю так путешествовать. Здорово. Конечно, хотелось бы побюджетнее, но как есть, так есть. Тоже неплохо.
Городок милый, я думаю, сюда нужно приехать будет еще раз уже по городу прогуляться. Здесь так-то есть памятники архитектуры и все такое. И... Вон, даже такие штуки классные. Как якорь. Есть что посмотреть, безусловно. Просто хочется уже в какое-то красивое время года. Вот, например, желтенький. Ага, ну как бы все нормально. О, тут даже мой автобус останавливается. А вот у меня один вопрос. Заходить-то тут где? О, боже, вот это ужас. И я с какой-то стороны не то иду. Где вот этот маленький замочек говорит о том, что сюда заходить нельзя. А, все понятно, сюда и не зайдешь. Ну, здорово вообще. Красиво. Но не зайдешь. Ну вот и все. Закончилась поездка. Посмотреть церковь не удалось, но она рядышком стояла. Значит, когда-нибудь она все равно будет работать. Что ж, мой автобус уже рядом. Поехала домой.